Виктория, 20-летняя девушка, всегда мечтала о том, чтобы иметь собаку. Она была одинокой, и щенок казался идеальным спутником для нее. Однажды, просматривая сайт приюта для животных, она наткнулась на фотографию маленького щенка, которого зовут Джек. Его глаза были полны такой невинности, что Виктория сразу же решила забрать его к себе домой. Когда Виктория привезла Джека домой, он привыкал к новому месту и оказался очень ласковым и преданным другом. Они проводили вместе много времени, гуляли в парке и играли во дворе. Виктория была счастлива, но через несколько недель она начала замечать, что постоянно просыпается обессиленной и сильной заложенностью носа. Она решила обратиться к врачу, чтобы выяснить причину своего плохого самочувствия. Врач послушал ее симптомы и провел ряд тестов. Результаты показали, что у Виктории развилась аллергия на собачью шерсть. Виктория была потрясена этой новостью. Она не могла поверить, что именно ее маленький друг стал причиной ее недомогания. Врач назначил Виктории антигистаминные препараты, чтобы смягчить симптомы аллергии. Она начала принимать их регулярно, но это означало, что ей приходилось сдерживаться от прямого контакта с Джеком. Она старалась держаться подальше от него, что было очень трудно, так как они были неразлучны. Виктория решила объяснить Джеку, что его место теперь на коврике. Она пыталась обучить его не залазить на кровать и держаться подальше от нее. Но Джек был собачкой с сильным характером. Он пытался понять, почему его хозяйка изменилась к нему. Виктория была печальна, но она знала, что это единственный способ сохранить свое здоровье. Однако по мере того, как время шло, Виктория заметила, что ее состояние не улучшалось. Она решила снова обратиться к врачу. На этот раз она обратилась к ветеринару, чтобы проверить Джека на возможные причины своей аллергии. Ветеринар провел ряд тестов на собачью шерсть и выяснил, что Джек был носителем опасной бактерии, которая могла вызвать серьезное заболевание у людей. Это было потрясающей новостью для Виктории. Она была измучена аллергией и теперь узнала, что ее маленький друг был источником опасной болезни. Ветеринар назначил антибиотики как для Джека, так и для Виктории. Они начали принимать лекарства, и после нескольких недель лечения Виктория почувствовала облегчение. Ее аллергия начала отступать, и она снова могла нормально дышать. Виктория поняла, что, несмотря на все трудности, она не могла представить свою жизнь без Джека. Она любила его и была готова сделать все возможное, чтобы обеспечить ему здоровую и счастливую жизнь. Она стала более осторожной с его здоровьем и регулярно посещала ветеринара для проверок и прививок. Виктория и Джек стали настоящими союзниками в борьбе с аллергией и болезнью. Они нашли новые способы проведения времени вместе, чтобы минимизировать контакт с аллергенами. Виктория узнала, что любовь и забота о щенке стоят всех преград и трудностей, с которыми она столкнулась. Этот опыт сделал Викторию сильнее и более ответственной. Она поняла, что забота о других существах требует множества компромиссов и жертв, но она готова была принять эти вызовы. Их история стала историей выживания и взаимной любви, которая преодолевает все трудности. Виктория и Джек стали неразлучными друзьями, и ни аллергия, ни болезнь не смогли разлучить их. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.